сегодня, возможно, многие будут ругать разработчиков CS2, потому что вышло новенькое крупное обновление, которое весит 3 гигабайта, где заменили почти все анимации, и теперь это выглядит кринжово. Однако, помимо этого, в файлах игры на этот раз просочилось огромное количество утечек будущих обновлений. Так что приготовились внимательно слушать, смотрим спонсора и погнали! Ёбаный рот этого казино! Зачем тратить деньги впустую, если можно купить скин на CS Money? Здесь больше миллиона скинов, цены ниже Стима и мгновенные обмены. А еще есть оплата по СБП, криптой, любыми картами, скинами, что угодно вообще. Короче, не сливай бабки на скам, покупай скины на CS Money. Ну что же, как обычно, начнем с очевидного. Разработчики решили обновить систему анимаций в CS2, а именно перешли с первого анимграфа на второй. И это на самом деле должно было произойти еще в прошлом году, ведь данную систему уже активно начали использовать в других играх от Valve. И исходя из сегодняшнего обновления, понятно, почему произошла задержка, ведь они решили заменить почти все анимации в игре, и по большей части это задело вид от первого лица, а конкретно оружку, пистолеты, в общем все, что игрок держит в руках. Естественно, все это дело не могло остаться без багов, и, возможно, добрую часть времени придется потерпеть. Ну а также, со слов разработчиков, они улучшили систему предсказания урона. Да-да, это та самая фишка, которую все отключают, дабы не видеть мистическое восстание из мертвых. А еще пофиксили перезарядку у дробовиков и исправили застревание игрока в геометрии во время серфинга на серф-картах. Исправили также настройку, которая позволяла заглушать голос игроков. И хорошенько поработали над звуками в игре, что аж появились дополнительные импакты, которые зависят от скорости передвижения игроков. Ну и наконец-таки, браузер серверов, если у вас настройки игры на полный экран, открывается теперь в оверлее Стима. Ну а также обновили карты Overpass, Train, Inferno и Dogtown. И теперь мы подбираемся к самому интересному, а именно к утечкам будущих обновлений. По всей видимости, к оперативному режиму все-таки быть. Ну или нечто подобному. Понятное дело, они планируют разбавить еженедельные миссии, что даже изменили им дизайн, в котором теперь есть иконка режима, на котором нужно их выполнять. Ну а также обновили звуковой файл кооперативного режима, где фигурирует звук генератора из карты Aztec, он же в новом обличии Ancient. Мало того, помните, в недавних обновлениях появился звуковой файл еще не вышедшего ночного Ancient. И какое совпадение, его тоже изменили и по всей видимости добавили там дождь. И как вы уже могли догадаться, скорее всего ночной Ancient это и есть кооперативная карта. Помимо этого, разработчики почистили весь код, который связан с операцией в игре. Ну и появились новые подтверждения, что разработчики не забыли про режим ретейк и будущее появление клан-тегов. Ну а далее у нас будущее появление аукциона в магазине Арсенал. В файлах магазина Арсенала уже появился почти весь код данной приблуды. Ну а работать это будет приблизительно так. В магазине будет появляться временный предмет, на который вы сможете сделать ставку в виде звезд. Но самый прикол в том, что это возможно связано с новой капсулой в виде яйца, за которой вы будете участвовать в аукционе. Ну а возможно данный код просто лежит рядом. Однако это не отменяет самого факта существования нового предмета. И да, это снова питомцы. Все-таки разработчики не оставили данную затею с курицами. Да так, что даже спалились новые анимации для интерфейса, где игрок держит по-разному курицу,
улицу. Возможно, это сделано для старта или завершения матча, или же вовсе для главного меню. Ну а еще в файлах была замечена и карта для интерфейса, которая создана для разработчиков, а именно для создания все тех же питомцев и их последующего теста. Вот такие вот дела. Ну а на этом у меня все. Пойду и дальше изучать, чего там интересненького есть. Ну а вам всем огромнейшее спасибо за просмотр. Всем пока и удачи!